Добрый день, мои дорогие, мои любимые подписчики. Во-первых, огромное, вот такое огромное спасибо всем тем, кто поддерживает меня, кто смотрит мои ролики, кто пишет комментарии, кто ставит лайки. Огромное вам спасибо, ребята. Без вас не было бы этого канала. Ребята, я, как обычно говорю, реквизиты, чтобы поддержать мое здоровье, даже не меня, а мое здоровье, ну, в том числе и меня, получается, да, если так подумать. Новый перевод, давайте сразу же начнем. Привет, я Ленор, я певица, а также я являюсь учителем по вокалу. И сегодня я снова буду делать реакцию на Димаша. И песня называется «Иканайде». Думаю, я где-то уже видела, что перевод этой песни Autumn Strong. И песня довольно популярная. Мне интересно ее послушать. Так что давайте просто начнем. Кстати говоря, я выбрала запись живого выступления, снятую довольно крупным планом. Это не официальное видео, потому что я хотела посмотреть именно живое выступление, увидеть его лицо вблизи. Так что давайте посмотрим, что здесь происходит. Обычное начало. Это обычное начало для Димаша, потому что он начинает песни очень часто, очень мягко и очень воздушно. И внутри этого всего у него происходит очень много разных изменений. То есть в этом довольно узком диапазоне, где громкости совсем немного и много головного голоса, все равно очень много динамики. Да, мне в принципе больше нечего сказать. Я так понимаю, что это любительская запись. Кто-то сам снял это выступление. Потому что качество здесь, мягко говоря, не самое лучшее. И иногда мы не слышим звук во всей ее полноте. Мы не слышим то, что услышали бы в студийной записи. Но мы все равно слышим, как он управляет своим голосом. Пока что мне как бы все равно на песню. Может, дальше что-то изменится, я не знаю. Она приятная, но пока для меня просто приятная. И ничего больше. И учитывая все то, что умеет делать Димаш, и все, на что он способен, пока что ничего не произошло. Так что посмотрим, что будет дальше. Мне очень нравится наблюдать за тем, насколько мало он вообще делает. Вначале он едва открывает рот. Я всегда говорю о том, что нужно опускать челюсть и создавать большое пространство во рту. Но сейчас ему это особо и не нужно. Особенно, когда он поет в комфортном для себя диапазоне. И ему практически совсем не нужна громкость. Итак, сначала он едва открывает рот, почти не двигает губами, а потом, когда звук становится немного мощнее, совсем слегка наклоняет голову. Но все выглядит так, как будто он говорит: «Я просто стою здесь, а все это само со мной происходит». И, честно говоря, мне нравится такой подход. Советую всем вам попробовать.
Okay. Я вот подумала, может мне найти другое видео, потому что как бы тут даже качество звука не очень. Окей, я кое-что нашла. Я решила вернуться на 4 года назад, потому что хочу посмотреть живое выступление и хочу, чтобы оно было в хорошем качестве. Не думаю, что я слишком многого прошу, правильно? Так что простите, это уже моя вина. Я знаю, что сейчас все делают реакции на самую новую студийную версию, но она ведь не живая, насколько я понимаю. Так что давайте посмотрим вот это. Это 2018 год. Окей, давайте, поехали. Really cute hat. 一杯酒，清水伴奏。 Почему-то мне такой вариант нравится больше. Мне больше нравится, когда в самом начале в голосе все-таки чуть больше самого голоса. Может быть, потому что я помешана на вокале? Ну, не знаю. Но если сравнивать это с тем, как начиналось другое живое выступление, а еще со студийной версией, пока я искал это видео, я немного услышала начало студийной записи, которую он совсем недавно сделал. И там настолько много воздуха в голосе, что лично для меня это уже слишком. Но это просто дело вкуса. Мне больше нравится вот так. Просто говорю. That. Like, То есть все начинается с огромным количеством воздуха, и внутри него есть совсем небольшое вибрато. But here, А здесь уже слышен сам голос, и он прекрасен, так почему бы не петь вот так? Я не жалуюсь, нет, я понимаю, почему ты делаешь именно так. Я просто высказываю свое мнение, и все. 握住你的手，放在身头，我要你记得无言的承诺。我把相思过，愿这样人在风中，聚散都不由我。我把我孤独。 Он так минималистичен. Мне это очень нравится. Может быть, дальше все изменится, не знаю. Но сейчас он словно просто принимает все происходящее. Такое ощущение, будто он принимает музыку, принимает свой голос. Он вообще не напрягается и не пытается сделать здесь что-то сверхнеобходимого. Он просто проживает все это, будто все это само с ним происходит. И это очень сильно действует. Очень харизматично. 只把你是梦，我就是我。 离愁，秋意浓，一人身上秋意浓，一杯酒。 it's just. Я только сейчас заметила, что в тексте написано «бокал вина». Я постоянно забываю смотреть на текст. Потому что сосредоточена на вокале. А ведь у песни на самом деле есть смысл, и мне здесь его показывают. Упс. И в песне все настолько деликатно. Все эти маленькие изменения мелодии, изменения в звучании голоса. Все настолько... Такое ощущение, будто он работает очень тонкой кистью и рисует все это. Вот настолько все тонко. Понимаете, что я имею в виду? Это просто мастерство. Это... блестяще.
Да, услышьте полный голос. 拒绝你别躲， А теперь его нет. 放在心头，我要你记得，午夜的承诺。我不想错过。 Да, хорошо. Когда он решает дать полный голос, ему сейчас достаточно просто немного, может быть, слегка наклонить голову, хотя, возможно, ему даже это не нужно, но он все равно это делает. И все, весь голос сразу появляется. Такое ощущение, будто этот голос все время был там. Просто он закрывал его какими-то занавесками. А теперь такой, вот он, и открывает его. А потом он снова спрятал свой голос. Hiding. Okay. Very 这 good. 把你举目，不说说离愁。 It's so. Все настолько плавно. Такое ощущение, будто мы плывем на облаке, потом снова оказываемся на земле, а потом опять начинаем парить. Вот на этом здесь все и строится. Мне на самом деле особо нечего комментировать. Думаю, я просто буду слушать и следить за эмоциями, потому что голос у него безупречный. И мы уже знаем, что со своим вокальным инструментом он может делать все, что захочет. Поэтому здесь просто нечего комментировать. Я вот только думаю, будет ли здесь какой-нибудь мощный момент, который реально снесет мне крышу. Пока этого не произошло, только потому, что я уже знаю обо всех его возможностях, поэтому для меня это не сюрприз. Значит, он действительно стал лучше. Даже Димаш способен развиваться. Представляете? Это выступление 2018 года. Я уже не помню, когда именно... Когда я впервые сделал реакцию на Димаша, я не помню. Кстати, если вы еще не знакомы с Димашем, обязательно посмотрите его песню SOS. Я тоже когда-то делала на него реакцию. Кажется, это было около 2 лет назад. Так что это уже было после этого выступления. Я почти уверена, что после. И видно, что с тех пор он стал еще лучше. Вот сейчас, например, когда он пел этим высоким фальцетом и долго держал ноту, это был не самый плотный фальцет, который он мог бы сделать. И, возможно, именно поэтому звук был не совсем стабильным. У него немного тряслась голова. Иногда с ним такое бывает, но сейчас гораздо реже, чем тогда. Но он все равно справился. Это сработало, но было видно, что можно сделать еще лучше. Было видно, что это могло бы быть у него под большим контролем. А если потом посмотреть SOS и все остальное, что он делал после этого, вы поймете, о чем я говорю. Там все уже гораздо сильнее, даже когда он поет фальцетом, и звук должен быть легким и парящим. 我跋山涉谷，只把你伤透。 И, кстати говоря, он никогда не дает мне насладиться своим полным голосом дольше 3 секунд подряд. Почему? Ладно, не знаю. Мне просто придется с этим смириться. 只愿会在风中，聚散渡过有我。 Понимаете, такой голос я чувствую прямо внутри. Будто он проникает внутрь и все там сжимает. Вот это качество белтинга, когда звук соединен. Именно это мы и называем соединенным звуком, когда он связан с грудным голосом или с разговорным голосом. Если хотите так это назвать, называйте как угодно. Такой звук ощущается немного глубже, но при этом он очень яркий, очень чистый, мощный и сильный. Вот такой голос я действительно чувствую. Другой голос я тоже чувствую, но уже не внутри. Он скорее ощущается как ласка, наверное. 孤独，
okay. Yes. Это было удовлетворяюще. Итак, когда человек действительно идет до конца, потом идет еще немного дальше, потом еще немного дальше, а затем окончательно добивает этот момент и выкладывается полностью, вот это мне и нравится. Когда вы уже это сделали, потом можно снова отступить. Тогда все нормально. Oh, wow. Да, вот это я принимаю как вишенку на торте. Да. Для меня это было прекрасное завершение песни. Потому что он снова взял головной голос, эту мягкую такую красивую часть своего голоса, и решил закончить именно ею. Но при этом тембр был насыщенным, округлым и очень хорошо звучал. Вот такие вещи лично мне нравятся. Просто говорю как есть. Я не люблю, когда все делается наполовину. А вот это обычно очень хорошо. Да, теперь мне интересно, что он сделал со студийной версией. Может быть, потом ее посмотрю. Но думаю, можно смело сказать, что мы не разочарованы. И на этом у меня заканчивается перевод, как и мой бензин. Я устал. Всем большое спасибо за просмотр. Ребята, люблю вас всех. И всем пока.